Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске яхта Наяд 440 Марк 1. Модель выпускалась с 1986 по 1995 год. Более поздняя версия Наяд 440 Марк 2 выпускалась с 2005 по 2015 год. Технические параметры обеих версий очень близки. Рейтинг идеального круизера у Марк 1 всего лишь на 0,2 лучше, чем у Марк 2. Наяд 440 Марк 1 это катер. Привод гребного винта вал. Наяд 440 Марк 2 это шлюп. Привод гребного винта Sail Drive. Возникновение бренда Наяд обязано дружбе Бернта Арвидсона и Торвальда Карлсона, решивших в конце 60-х годов создать яхту своей мечты. История компании началась на острове Оруст, судостроительной Мекке Швеции. Это произошло в 1967 году. Согласно веб-сайту компании, фирма была основана в 1971 году. Первая модель, 34-футовая лодка, спроектированная Оле Эндерляйном, была построена именно в 1971 году. На этой модели Оле Эндерляйн отказался от традиционного до того времени длинного киля. Первая модель Наяд-34, как и многие последующие, близки по духу лодкам знаменитой Халбер Красси, также работавшей с Эндерляйном. Наяд-34 оказалась удачной моделью, что позволило компании стартовать, построив 354 яхты этого дизайна, постепенно развивая модельный ряд. В течение 40 лет основной философией Наяд оставалась верность качеству. Внутренние критерии компании всегда были строже принятых в индустрии стандартов. С 1971 по 2011 год компания произвела около 2000 породистых крейсеров, войдя в премьер-лигу строителей парусных яхт повышенной мореходности. Многие модели номинировались на престижные премии, в частности, Cruising World признал Наяд 355 лучшим малым крейсером 2008 года. Бескомпромиссная философия, а следовательно высокие цены, привели компанию к финансовым проблемам. В 2011 году, в разгар кризиса индустрии, компания была признана банкротом. В течение последующих лет активы компании меняли собственников. Производство сократилось. В 2018 году верфь вошла в холдинг Orust Quality Yachts IB, породнившись с Arcona Yachts. Объединенные Наяд и Arcona сосредоточили усилия на дизайне и маркетинге, переведя производство на субподряд в Sail Yard, одной из самых современных верфей, расположенной в Удевале. Наяд с первых моделей использовала лучшие из существующих технологий стеклопластикового сэндвича. Компания добивалась лучших показателей прочности и водонепроницаемости. Корпуса, построенные Наяд, славятся высокой устойчивостью к космосу и блистерингу, оставаясь в эксплуатации десятки лет. Обновленный Наяд продолжает классические традиции верфи с учетом современных требований к дизайну и динамике яхты. Компания предлагает несколько моделей парусных яхт от 39,5 до 57 футов с центральным и кормовым кокпитом. Безопасность, надежность, комфорт – именно эти качества делают шведские яхты Наяд одними из лучших парусных крейсеров с неограниченной акваторией плавания, созданных для трансокеанских и кругосветных походов. По традиции напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Наяд 440 Марк 1. Дизайн Наяд Yachts. Материал корпуса армированный стеклопластик GRP. Киль сделан из свинца и полностью залит GRP. Палуба и надстройка изготовлены из многослойной конструкции с дивиниловым наполнителем для прочности и теплоизоляции. Тип парусного вооружения катер. Мачта Селден из серебристого анодированного алюминиевого профиля высотой 17,75 метра над палубой. Мачта проходит через корпус и стоит на киле. С завода лодка поставляется с гротом и рабочим стакселем из ткани высшего качества 400 грамм на метр квадратный. В
комплект парусов входят грот Генуя номер 1, Генуя номер 2, стаксель, стаксель для сильного ветра, штормовой стаксель, спинакер и круизный спинакер. Двигатель Volvo Penta TMD-30, четырехцилиндровый четырехтактный морской дизель с непосредственным впрыском, турбонагнетателем и охлаждением пресной водой. Выходная мощность на винте 90 лошадиных сил при 3800 оборотов в минуту. Тип киля фин-кил и радар со скегом. Центральный кокпит. Высококачественный интерьер ручной работы из отборного и неокрашенного красного дерева, отполированного вручную и покрытого матовым лаком. Напольное покрытие из толстой глянцевой лакированной фанеры из тикового дерева. Корпус и палуба спроектированы и построены в соответствии со спецификациями Ллойда. Каждая лодка проверяется инспектором Ллойда. Сертификат Ллойда прилагается к каждой лодке. Емкости. Объем бака для воды 799 литров. Объем топливного бака 348 литров. Цены колеблются от года выпуска и состояния яхты и находятся примерно в диапазоне от 300 тысяч до 460 тысяч евро. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 43,63 фута. Длина корпуса по КВЛ 37,73 фута. Ширина корпуса максимальная 13,9 фута. Осадка 7,22 фута. Водоизмещение 31 967 фунтов. Площадь парусности 990 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Показатель не зависит от длины корпуса. Для Наяд 440 Марк 1 значение фактора энерговооруженности равно 15,79. Значение немного меньше, чем у эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 265,7 немного меньше значений эталона. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Наяд 440 Марк 1 значение равно 40,71. Значение чуть-чуть больше эталонного значения. И это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,6. Значение даже лучше эталона. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 41 попадает в диапазон значений, характерных для круизных лодок. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Для Наяд 440 Марк 1 значение равно 3,33. Значение соответствует эталону. Корпус умеренно стройный. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии и обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности в 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,23 узла. Это существенно больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости.
Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Наяд 440 Марк 1 значение равно 1,43. Это меньше эталонных значений. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 2 022 887,48 фунтов на фут в квадрате. Довольно большое значение, намного больше эталонного. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Период качки зависит от момента инерции и обратно пропорционален остойчивости. То есть, чем остойчивее судно, тем меньше у него период качки. В нашем случае период равен 4,56 секунды. Значение немного больше эталонного. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значениями до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,14 попадает в диапазон эталона и означает, что лодка умеренно валкая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Наяд 440 Марк 1 значение ускорения бортовой качки равно 0,05 G. Это замечательное значение, не оказывающее влияния на человека. И это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Наяд 440 Марк 1. Наяд 440 Марк 1 набирает 9,59 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Шкала Comfort Drive полностью зеленая, а это значит, что все показатели либо соответствуют эталону круизера, либо не противоречат ему. И еще раз посмотрим на размерности и показатели. Немного меньше эталона значение фактора энерговооруженности. Фактор скорости также меньше эталона. Очевидно, это не спортивная лодка. Такие значения больше характерны для круизных лодок. Фактор комфортности отлично. Риск опрокидывания великолепно. Период бортовой качки хорошее значение. Ускорение бортовой качки отлично. Можно с уверенностью утверждать, что по техническим параметрам Наяд 440 Марк 1 это прекрасная круизная лодка. В рейтинге «Идеальный круизер» Наяд 440 Марк 1 поделил 4 и 5 места вместе с Баба-40. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Разумеется, не стоит забывать и о том, что данный рейтинг строится только на параметрах, влияющих на поведение лодки в море, и не затрагивает другие аспекты, влияющие на решение приобрести ту или иную лодку. Итак, на первой странице рейтинга Halberg Crassi 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Pacific Seacraft 37, Баба-40, Наяд 440 Марк 1, Hans Christian 38 Марк 2, Island Packet 40, Halberg Crassi 352, Tachao CT 41 и Colwick Victor 40. На второй странице Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Keel, Cherubini 44 Catch, Nautica 40, Trintella 57A, Nautica 331, Halberg Crassi Rasmus 35, Amel Super Maramu 2000, Шхуна Cherubini 48 и Хабер 34 C4. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром. Бургундская ваниль». Благодарю зрителей канала Игорь Самсонов и Василий Ц. за предложение рассказать о технических параметрах Наяд 440 Марк 1. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными.
Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.